Привет! Из этого видео ты узнаешь об основных правилах киллы – командной контактной игры с мячом. Цель игры – занести мяч в зону под названием «Город», преодолевая сопротивление соперников. Играют в киллу и ногами, и руками, но с тем условием, что руками касаться мяча можно только когда он оказывается в воздухе, например, с навеса от другого игрока, а пока мяч на земле, играют ногами. Успешная атака заканчивается взятием города. Это когда игрок с мячом в руках либо забегает в город, либо падает так, что все части тела оказываются в городе. Мяч для киллы по форме напоминает тыкву и весит 1,5 килограмма. Стандартное игровое поле представляет собой прямоугольник размером 40 на 20 метров с продленными боковыми линиями. Короткие стороны поля называются чертой города. За ними располагаются сами города. На боковой линии отмечаются метки середины поля и метки 5-метровой зоны. Одновременно играют 10 игроков, по 5 за каждую ватагу. Так в килле называются команды. Дополнительно в ватаге разрешено иметь до 5 запасных игроков. В киллу можно играть и в других форматах. Достаточно увеличивать или уменьшать количество игроков и изменять размеры поля, сохраняя его пропорции 2 к 1. Матч состоит из 2 или 3 периодов, которые называются «схватки». Схватку играют до 3 или 5 взятий города в зависимости от регламента соревнования. В случае равного счета по схваткам назначается третья решающая. В начале игры ватаги должны располагаться на своей половине поля. Игрок, атакующий ватаги, кладет мяч на черту своего города и вводит его в игру ударом ногой. Можно бросать, пинать и передавать мяч друг другу в любую сторону без каких-либо ограничений. За исключением навеса мяча себе же в руки. Это запрещено. Разрешено атаковать любого игрока на поле, захватывать, толкать, валить. Есть и определенные запреты, нарушив которые игрок получает устное предупреждение, желтую карточку или удаляется с поля. Для детей и тех, кто не может или не хочет играть в киллу с силовыми приемами, есть формат бесконтактной киллы, где силовые приемы заменены срывом ленточки с пояса игрока. Подробнее о правилах можно узнать на официальном сайте Федерации киллы.